Как не допустить выгорания ваших подчиненных? Как не выгореть самому? Что делать, когда снижается производительность вашей команды? Добрый день, с вами Андрей Якунин и это канал Директория. Сегодня разберемся с выгоранием на рабочем месте. Обсудим управленческие лайфхаки, истории из жизни и мой личный опыт. Определимся, почему случается это самое выгорание и что с этим делать. Эффективность руководителя и управленческой команды сильно зависит от их эмоционального состояния. Чтобы подчеркнуть важность эмоционального состояния, возьмем метафору из спорта. Кто-то уверенный стайер, размеренно бегущий свою дистанцию. Кто-то силен во взрывных спринтах и показывает выдающиеся быстрые победы. Кто-то выносливый марафонец, методично и уверенно преодолевающий свои 42 километра 192 метра. А еще не забываем про ультрамарафонцев. Как и руководители, спортсмены обладают большим опытом, теоретической подготовкой, тренированными мышцами, настойчивостью и волей к победе. Но если с волей к победе или настойчивостью случается поломка, то любой из этих атлетов снизит свои показатели или вообще может сойти с дистанции. Просмотрев это видео, вы возьмете на вооружение несколько эффективных методик работы с выгоранием. Итак, поехали! Еще немного поэксплуатируем спортивную тематику. В спортивной психологии выгорание определено как психофизиологическая реакция уклонения от чрезмерно высоких тренировочных и соревновательных нагрузок. Мне кажется, идеально подходит к описанию выгорания у руководителей любого уровня. Именно психофизиологическая реакция уклонения. Только нужно заменить физические на эмоциональные, а соревнования на конкуренцию. Как вам? Согласны? С самого начала поделюсь одним из самых эффективных приемов поддержки своих сотрудников и выстраивания доверительных отношений, что, естественно, ведет к уменьшению вероятности выгорания. Готовы? Проведение регулярных встреч один на один с подчиненным. One-to-one по-английски. В нашей бизнес-культуре очень распространены совещания, планерки, телеконференции с большим количеством участников. Но one-to-one не имеют такой популярности. Почему? Возможно, так сложилось исторически. В западных компаниях регулярные встречи один на один распространены намного чаще. Знаете, недостаток чего приводит к большинству конфликтов в бизнесе? Все до банального просто. Отсутствие общения между сторонами. Мы планируем снять ролик про медиацию в управленческих командах. Да, в разрешении конфликтов медиатором есть уникальные подходы, но ключевое – это восстановление общения. Дать возможность людям слушать самим и быть услышанными другими. Я стараюсь проводить one-to-one встречи со своими прямыми подчиненными один раз в 2 недели. Поверьте, помогает. Второй важный фактор – это заниженная самооценка у большинства руководителей или знаменитый синдром самозванца. По моему скромному мнению, основанному на проведении огромного количества интервью с топ-менеджерами, синдром самозванца присутствует в той или иной степени как минимум у 70% управленцев. Представьте кабинет заседаний какого-нибудь совета директоров, и 7 из 10 человек в этом кабинете испытывают те или иные проблемы с заниженной самооценкой. Оглянитесь на своих коллег-управленцев и оцените масштаб распространенности этой проблемы. Кстати, отдельные исследователи говорят о 80%, а не 70%. Майк Кеннон-Брукс, выступая на конференции TEDx, описал свой опыт так. Такое ощущение, будто ты попал в ситуацию, которая тебе не по зубам, и из нее нет выхода. Это не столько про страх неудачи, сколько про страх того, что вас каким-то образом разоблачат и все отберут. И это говорит миллиардер, соучредитель и согенеральный директор компании. Представляете? Регулярные сомнения в соответствии занимаемой должности, справедливости получаемых благ и высокой компетентности могут довести человека не только до эмоционального выгорания, но и до клиники. Нравится такой формат? Подписывайся на канал Директория, делись своими историями, задавай вопросы в комментариях. Оставайтесь с нами, поехали! Нужно отметить, что синдром самозванца не только плох, но и хорош, как бы это странно ни звучало. Почти как пиво с утра не только вредно, но и полезно. Хорош тем, что при правильном взрослом подходе менеджер, используя свою врожденную склонность к сомнениям, лучше изучает ситуацию
и как следствие принимает более взвешенные решения. Ведь сомневаясь, он перебирает в голове тысячи различных сценариев. Как же преодолеть синдром самозванца? Чтобы не бояться, что вас разоблачат и выведут на чистую воду. Банально звучит, но занимайтесь спортом. Активный отдых позволит выплескивать адреналин на боксерской груше, штанге или велосипеде. В обычной жизни вы станете спокойнее, увереннее, рассудительнее. Заведите бумажный или онлайн дневник своих достижений. Люди с синдромом самозванца нивелируют свои достижения, а их физическая фиксация ручками в ежедневнике или смартфоне показывает, как много, оказывается, менеджер умеет, достиг и продолжает дальше достигать. Составьте подробный список своих достижений за всю карьеру и продолжайте вести его дальше. Найдите себе наставника, человека более опытного, чем вы. Его мудрость позволит вам равнять ваши многочисленные страхи и переживания. А примеры факапов из карьеры наставника покажут, что не боги горшки обжигают. В то же время сами станьте наставником для более молодого управленца. И молодежь поддержите, и свой уровень оцените. Наконец-то. Наймите профессионального коуча. Причем не сессии от случая к случаю, а полноценный долгосрочный проект. Опытные экзекутив-коучи, работающие по стандартам Международной коучинговой федерации, знают, как правильно поддержать руководителей. А если коуч увидит, что ситуация зашла далеко, то порекомендует обратиться за профессиональной врачебной помощью. Помните, важна не только гигиена тела, но и регулярная гигиена разума. Кстати, не путайте коучей с мотиваторами и бизнес-тренерами. Обязательно сделаем несколько роликов про коучинг, его эффективность и отличия от других профессий. Мне есть что вам рассказать. Подписывайтесь на канал. Мне самому когда-то помог откровенный разговор с несколькими коллегами о страхах и переживаниях о несоответствии. Коллеги рассказали о подобных же проблемах, и у нас спонтанно сложился клуб анонимных анонимных самозванцев. Найдите группу единомышленников, где вы сможете обсуждать свои ситуации. Предположу, что клуб анонимных самозванцев будет трудно организовать. Зачастую руководители на постсоветском пространстве считают демонстрацию уязвимости признаком слабости. Руководитель должен быть крут, брутален, уверен и силен. Но картина постепенно меняется, и руководители все чаще живут не чужими шаблонами, а своим интеллектом, опытом и стратегическим видением. Поговорим про управленческие команды. И снова вернемся к аналогии со спортом. Только теперь представим не бегунов, а футбольную команду. К футболистам подходит все то же определение. Помните? Психофизиологическая реакция – уклонение от монотонных высоких тренировочных соревновательных нагрузок, приводящих к изнеможению. Первое, за что цепляется мой мозг – это монотонность. Так же, как и профессиональным спортсменам, устраивают выезды в спортивные лагеря, меняют формат тренировок, устраивают совместные занятия со спортсменами из других видов спорта. Также и в бизнесе. Обеспечьте конструктивное разнообразие для управленческой команды. Причем я не подразумеваю пятничный поход в бар вместе с коллективом, хотя и это может быть разнообразием для кого-то. Тут же вспоминается чрезмерная нагрузка. Ответственность директора – обеспечить разнообразие работы команды менеджеров, но не за счет чрезмерной нагрузки. Пример из реальной жизни. В офисе энергетической компании директорат работал не менее 9-10 часов каждый день. Множество совещаний с регионами, планерки, участие в правительственных рабочих группах, отчеты, презентации. HR-директор и генеральный решили разнообразить работу топов и ввести мультифункциональные команды, расширенные совещания с руководителями департаментов и еще повысить публичность компании через запуск личных страничек каждого из директоров в Facebook и LinkedIn. В итоге директора энергетики стали проводить на работе уже по 10-11 часов в день. Конечно, более разнообразно, но стремительно падая в пропасть выгорания. По аналогии с футбольной командой, разнообразие достигается за счет оптимизации тренировочного и соревновательных процессов, а не просто увеличением нагрузки и времени активности. Помните шутку: как заставить корову давать больше молока и расходовать меньше кормов? Все просто. Нужно больше доить и меньше кормить. Как долго проживет такая корова? Выгорание – актуальный вопрос во всем мире для каждого бизнеса.
И это подтверждают многие бизнесмены. Относитесь с вниманием к себе, к своим подчиненным, управленческим командам и не доводите до выгорания. Само начало дискуссии о выгорании – это серьезный шаг к победе. Спасибо за внимание. Это был Андрей Якунин и канал Директория. Оставайтесь с нами.